Ульяновский автозавод – это дитя войны. И в этом ноябре мы будем отмечать его 80-летие. Я не представляю, как рассказывать о тех днях осени 41-го, когда из Москвы шли тысячи вагонов с эвакуированными станками, и нужно было в нечеловеческих условиях срочно запустить производство грузовиков и снарядов. Иначе как подвигом это назвать нельзя. 4 ужасных года остались позади, а впереди непростое возвращение к мирной жизни. И сегодня мы поговорим о машине, которая открыла новую страницу в истории Ульяновского автозавода. Именно с газика началось становление всемирно известного предприятия и торговой марки УАЗ, которую мы давно любим за простые и крепкие внедорожные машины. Тем интереснее будет окунуться в послевоенное время, чтобы изучить разные технические решения. Я давно собирался поближе познакомиться с этой машиной. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что в этом нам сможет помочь наш старый знакомый, известный автомобильный историк. Мы с сыном отправились в Тулу, чтобы на себе прочувствовать все особенности этой легендарной техники. Добрый день, Николай. Добрый день. Мы знакомы с Николаем по видео про юбилейную буханку. Это, получается, предшественник буханки. Да, непосредственный. Конкретно этой машине сколько лет, какого она года? 64-го года, на спидометре 90. Какой круг, никто не знает. Но сохранилась живее всех живых. Ну что же, давайте сначала прокатимся. Прошу. Все необычно. Газик запускается с кнопки на полу. Первое впечатление, глядя из 21 века, это сумасшедшая вибронагруженность. Как будто сидишь на моторе. И, конечно, небывалая тряска на, казалось бы, ровном месте. Я пытаюсь максимально сглаживать картинку, чтобы не утомлять вас. Но давайте на несколько секунд я дам сырой материал, чтобы вы понимали, как оно было. На передних сиденьях еще более-менее приемлемо, но на задних лавках приходится очень крепко держаться. На кочках это просто аттракцион. Снимать видео невозможно, надо вцепиться в поручни двумя руками. Но зато в 50-е это все равно было гораздо лучше и быстрее, чем в телеге или пешком. Надо отметить, что руль достаточно легкий, и нельзя не вспомнить ностальгическую деталь – прыгающую стрелку спидометра. А сейчас остановимся и рассмотрим этот аппарат подробнее. Дизайн машины потрясающий, но почему так сильно отступили от грубых простых форм предыдущего утилитарного внедорожника ГАЗ-67? Нужна ли была эта избыточность? Ну не практично же, да и дорого такие крылья штамповать. Ну смотри, наверное, действительно в какой-то мере газовцы увлеклись модой. Постарались зато создать единый фирменный стиль, ведь невозможно не заметить, что грузовики 51-63 модели, вот 69-ка, явно модели одного завода с одинаковым лицом. В деталях все отличается, но ставишь их рядом, машины из одного завода. Но вот в том, что касается технологичности производства. Ведь 69-я машина, она в принципе спроектирована по совершенно другим технологиям, на совершенно другом качестве, на другом технологическом уровне. Вот поставишь рядом 69-ю и 67-ю машины, 67-я сильно меньше, но при этом 69-я машина всего на 200 килограмм тяжелее. На 200 килограмм, но при этом она в 2 раза больше везет, в 2 раза больше людей, в 2 раза больше груза берет. Насколько просторнее ее кузов. И в том, что касается крылья штамповать. Дело в том, что крыло-то у 67-й машины тоже совсем непростое. Оно тоже требовало штампов, оно требовало ручной сборки отдельных деталей друг с другом, болтовые соединения. И если сравнить по трудоемкости его сборки вот с этим крылом, мне кажется, что вот это крыло сделать даже проще.
Да, его, наверное, починить в эксплуатации, если помялось, сложнее. Но какое оно прочное, его еще надо сломать. А 67-е крыло руками гнется. Чем вообще не устраивал легендарный 67-й? Всю войну ведь вывез на себе. И даже 10 лет не прошло с начала производства. Но на самом деле не устраивал он военных многим. В первую очередь он не устраивал своим ресурсом и своей надежностью. Эта машина требовала к себе внимания постоянно, имела очень небольшой запас прочности. Даже вот давай сравним двигатели. Ведь ты же помнишь, наверное, что на 67-й машину перекочевал мотор с полуторки, который даже не имел привычных нам сегодня вкладышей сменных. То есть спустя очень небольшой по нынешним понятиям промежуток времени требовалось что делать? Капитальный ремонт двигателя, по сути, с перезаливкой бобита в подшипниках коленчатого вала. И куда ни копни в 67-ю машину, все очень нежное. Например, рессоры, листы просто ломались от ударных нагрузок. Почему его тоже звали козликом? Он прыгал в том числе из-за того, что амортизаторы плохо выполняли свою роль. А это сразу ударные нагрузки на рессоры, совсем маленькие. Сцепление ходило там недолго, а чтобы его поменять нормально, нужно было кузов с рамы поднять. Когда будущий ГАЗ-69 оформился как проект? Везде фигурирует 46-й год, то есть сразу после войны. А как было на самом деле? Ну, на самом деле так и было. 46-й год ответ правильный, потому что именно 46-м годом датировано постановление Совмина СССР, которое предписывало заводу приступить к разработке вот этой машины. И тогда же, в 46-м году, основной заказчик сформулировал тактико-технические требования. Сама машина, кстати, проходила под аббревиатурой АТК-Л. Артиллерийский тягач колесный легкий. И вот в тех тактико-технических требованиях как раз сразу было задано, что эта машина должна быть со складной брезентовой крышей, с грузовой платформой, где можно одновременно перевозить 6 бойцов с амуницией или грузы. И также задавалась широкая унификация ГАЗ-69 с другими машинами, которые в то время разрабатывал ГАЗ имени Молотова. В первую очередь это грузовые модели 51 и 63 и та легковая машина, которую мы все знаем сейчас как «Победа». А если же говорить о клеточке в типаже, то здесь заводу задали разработку такой машины еще раньше, в феврале 1943 года, когда в Москве прошло совещание конструкторов автомобильных и смежных заводов Наркомсредмаша, на котором решался принципиальный вопрос, какие автомобили предстоит выпускать всем нашим предприятиям в самом недалеком будущем. Значит, даже 43-й год. Получается, что не успели затихнуть пушки в Сталинграде, как сразу задумали целую технологическую революцию. Ведь 2 февраля 43-го сдались остатки 6-й армии Паулюса, а 3 февраля начали планировать послевоенную жизнь? Да, так и вышло. 2 февраля войска Донского фронта закончили ликвидацию 300-тысячной группировки, а вот 3 февраля уже в Москве состоялись те самые события, то самое совещание, которое оказало очень глубокое влияние на ход развития всей советской автомобильной промышленности в послевоенные годы. Если мы говорим о том, что воплотилось в серию, то в первую очередь это, конечно, грузовики ГАЗ-51 и ГАЗ-63. Вместе с ними началось проектирование М-20 легкового автомобиля, той самой «Победы». Чуть позже дошли силы до разработки 69-й машины, а если вспомнить то, что не воплотилось, то это трехоска ГАЗ-33. Эту клеточку типажа в итоге отдали Московскому автозаводу имени Сталина. Она превратилась в ЗИС-151. Рабочее название машины вполне мирное – труженик, но заказчики исключительно военные, которым нужен был тягач таскать пушки. Как можно объяснить такой парадокс? Ну, ты же, наверное, замечал, что в нашей стране вся военная техника традиционно носит самые добрые, самые миролюбивые названия. Давай вспомним: гвоздика, акация, тополь. Давайте на секунду прервемся и посмотрим кинохронику невероятных военных испытаний 50-х годов. Сейчас газик будет переплывать Москву-реку. Установлен волнорез, простой шноркель, выведен выхлоп выше линии окон. На корме сидит человек с рулем. Держится и хорошо идет. Известно, сколько машин поставлялось в армию, а сколько уходило на гражданку. По факту, это скорее солдат или труженик? К сожалению, я не смогу тебе ответить на этот вопрос. Все наши архивные изыскания не привели к тому, чтобы мы смогли найти цифру поставок машин в войска и в народное хозяйство. Вот этого разделения не нашли мы. Как военный тягач вообще попал в руки гражданских? Госплан
распределял определенное количество фондов между всеми министерствами в стране. По этим фондам они попадали в народное хозяйство. В 1960 году оптовая цена, как раз для гражданских потребителей, составляла 1280 рублей. И с каждого выпущенного газика Ульяновский уже на тот момент автозавод зарабатывал 101 рубль. Хороший показатель. По конструкции. Можно сказать, что это упрощенная и модифицированная победа. Своих деталей ведь минимум. Рама, кузов, что-то еще? Самая главная оригинальная деталь здесь, конечно, раздаточная коробка. Вторая деталь – это мосты. Сначала их пробовали унифицировать с ГАЗ-67Б, в дальнейшем, уже перед запуском в серию, все-таки унифицировали с Победой. Но также надо не забывать о том, что не столько это доработанные узлы от Победы, сколько еще и от ЗИМа. Ведь, например, коробка передач с синхронизаторами, она ведь сначала для ЗИМа была разработана. Первая не синхронизированная, но есть синхронизатор на вторую и третью. Точно так же рулевой механизм, он здесь не победовский, он от ЗИМа, более прочный. Сцепление тоже усиленное по сравнению с Победой. Правда ли, что вот эта раздатка с понижающей передачей появилась впервые на советской серийной легковой машине именно на ГАЗ-69? Да, такая концепция именно на этой машине была у нас в первый раз отработана. На ГАЗ-67 вообще одноступенчатая раздатка. Понижение в трансмиссии обеспечивалось первой передачей, очень короткой. Ведь коробка передач сама была от грузовика, по сути. Конструкторы сочли возможным не делать демультипликатор в раздатке. Почему такая короткая выхлопная труба? На опытных образцах сперва пробовали делать классический, привычный нам сейчас длинный выпускной тракт с выходом выхлопной трубы под задний борт. Но на испытаниях эта схема показала значительный подсос выхлопных газов в так называемый салон. Из-за этого попробовали переделать и вывести трубу под правый порог. Не знаю, насколько это сильно помогло, просто по собственному опыту езды на этой машине, когда ты стоишь, например, на светофоре, точно так же натягивает через правую дверь этот выхлоп внутрь. Рамка лобового стекла опускается. Это, я так понимаю, для десантирования, маскировки. Для авиатранспортабельности, для облегчения маскировки. А мы с мальчишками все спорили в детстве. Для чего нужны эти крючки на капоте? Высота в таком состоянии 1,5 метра и 2 сантиметра. Но если приспустить шины, то как раз уложимся в 1,5 метра. Вот такой интересный конструктор. А ведь еще здесь не только стекло складывается, но отдельно поднимается само стекло из рамки. А это уже для облегчения движения по пыльным дорогам. Потому что если ты едешь с закрытым тентом, со всех щелей у тебя в кузов летит пыль и начинает стоять настоящей стеной перед глазами. Открываешь стекло, набегающий поток воздуха эту пыль сдувает, ты видишь дорогу. В 469-м такого уже не будет. Зато дверные проемы станут шире. А здесь поразительно узко. Какие-то еще есть необычные решения применительно к внедорожной эксплуатации? Комплект шансового инструмента. По этой стороне у нас висит лопата, с другой стороны у нас висит лом. Конечно же, мощные крюки снаружи, буксировочные. И для бездорожья очень большой ход подвески, в сравнении с легковым автомобилем. Дорожный просвет хоть и всего там 215, наверное, миллиметров на этой машине, но эти 215 миллиметров на такой узенькой площадочке, а вокруг намного больше. Для покорения бездорожья машина уж слишком редкая и ценная, но примерно оценить потенциал можно на этом участке. Такие препятствия она не замечает. Говоря о бездорожье, нельзя забывать, что у нас в глубинке полгода бездорожья, а может и дольше. Я имею в виду зиму. Например, пуск двигателя. Кстати, никаких замков не предусматривалось.
Допустим, аккумулятор исправен. Подкачали бензонасосом топливо. Карбюратор тут более современный, но это стандартная доработка. Закрываем жалюзи, чтобы не пускать морозный воздух. Если машина ночевала на улице, то нужно принести и залить ведро горячей воды в радиатор. Антифризы тогда не были так распространены. Но в комплектации для военных мог быть установлен предпусковой подогреватель. Мы спустились в смотровую яму, чтобы показать специальный кронштейн для его крепления на раму. Он разогревал моторное масло. Вот такая продуманная система. Не слабоват ли мотор? Правда ли, что это был некий шаг назад? Двигатель оказался менее мощным, чем на ГАЗ-67, и при этом на 200 кг увеличилась масса машины. Но если мы сравним динамические показатели, то они окажутся, как ни странно, одинаковыми. При этом 69-я машина еще и значительно экономичнее, чем 67-я. Значит, все-таки все сделано правильно? Давай объясним, зачем так жестко? Почему так сделано? По сравнению с ГАЗ-67 здесь мягко. Вот просто, опять же, да, из личного опыта. Когда я первый раз поехал на ГАЗ-67 переезжать трамвайные пути, я чуть не выпал из машины. Потому что я поехал в ритме всех легковых машин. 20 км в час через трамвайные пути. Я за рамку ветрового стекла схватился, чтобы оттуда не вылететь. После ГАЗ-67 вот эта машина – лимузин. Очень мягкий и комфортный. Далеко ли можно было уехать без замены масел и смазок? Скажем, если бы мы решили махнуть сегодня вот из Тулы на Камчатку, 1000 километров до Ижевска одолели бы? Нет, 500 километров и извольте заехать на яму прошприцевать шкворни. Есть несколько градаций по техническому обслуживанию. Определенные регламентные работы на 500 километров, 1000 километров, 3000 километров и 6000 километров. Да, шприцевание шкварней каждые 500 километров. Помню, как деды в гаражах хвастались, что настолько освоили эту процедуру, что могли это сделать очень быстро, даже не запачкав белой рубашки. На 6000 километров тебе придется заехать в гараж, ну, наверное, на целый день, а то и на 2. Дело было в качестве смазок? Или это особенности конструкции? Все вместе. И качество материалов, из которых изготовлена машина, и технологии, которые применялись, да, материалы, из которых те же вкладыши сделаны. И естественно, совершенно никудышное по нынешним меркам качество смазочных материалов, безусловно. Теперь стоп-сигналы. Казалось бы, что может быть проще? А нет. Так называемая лягушка расположена не на педали, а где-то под днищем, и срабатывает от давления в системе. То есть, хоть и с небольшой, но с задержкой. Зато порадовали предохранители. Их всего 3. Средний мы немного вытащили из гнезда. На него намотан чуть ли не метр проволоки. Если что-то перегорает, устраняешь неисправность, затем вытаскиваешь предохранитель, отматываешь проволочки сантиметра 2, заправляешь в зажимы, втыкаешь и едешь дальше. В магазин идти не надо. Теперь воздушный фильтр функционирует на отработанном масле. Каким образом? Это плакат от Москвича 407 того времени. Воздух засасывался сверху в эту кастрюлю, на дне которой находилось примерно пол-литра отстоявшейся отработки. Поток воздуха с улицы нырял прямо в масло, которое задерживало пыль, после чего поток резко разворачивался вверх и проходил через плотную сетку, которая улавливала капельки масла. Каждые 3000 километров масло нужно было менять. Второй бесплатный фильтр – фильтр грубой очистки масла. Там находятся пластины, которые накапливают на себе разную грязь из масляной системы. Их нужно регулярно проворачивать ручкой, чтобы снимать отложения, которые затем попадут в отстойник. Смотрим эти пластины. Их там порядка 300. Присутствует еще один сегмент, который разделяет два кольца и счищает с них всю грязь. Фильтр достаточно функциональный. Перед нашим выездом по полям и лесам проводили ТО, отвинчивали вот эту пробку, слился чернущий отстой. Так что все рассчитано и работает по сей день. Топливный фильтр тоже несменяемый. Это просто отстойник со сливной пробкой. И, наконец, единственный фильтрующий элемент, который все-таки нужно покупать для ТО, это бумажный фильтр для тонкой очистки масла. Меняется, по сути, только бумага. Не надо каждый раз покупать и выбрасывать металлическую обойму с резьбой и клапанами. Вот этот черный корпус и служит обоймой. Вот как
экологично и экономично придумано. Но фильтр не полнопоточный, работает в параллели. Что-то собирает себе из масла, и хорошо. И нельзя не вдохновиться расположением правого топливного бака и заливной горловины под сиденьем пассажира. Левый бак еще интересней. Заливная трубка проходит в колесной арке, и сам бак упирается в деревянный брусок. Такая распорка, чтобы можно было плотно притянуть его к кузову хомутами. И вот мы наконец нашли причину всех вибраций в салоне. Кузов жестко стоит на раме, без каких-либо резиновых проставок. Буксирное устройство, чтобы таскать пушку, имеет вот такой пружинный демпфер с внутренней стороны. Подножки снизу имеют достаточно хитрое крепление и к раме, и к кузову. Вот так выглядели амортизаторы, не телескопические, а рычажные. И рессоры в 11 листов. А настоящая инженерная изюминка – это сливная пробка раздатки. Она оказалась внутри траверса, поперечной рамы. Не проблема. В траверсе сделали отверстие для доступа к пробке. Но вернемся к истории. Машину сделали за 3 года и сдали материалы в архив. Вот комплект чертежей, как он вообще выглядит на деле? Это несколько томов, рулонов. Ну смотри, вот, например, взять тент. Вот комплект чертежей на тент для ГАЗ-69 – это 3 битком набитые папки для бумаг. 3. А теперь представь, сколько на всю машину. Когда, наконец, было принято решение о выпуске, что стало вот той самой последней каплей? Последней каплей стали государственные приемочные испытания, которые машина благополучно прошла в 1951 году. Для понимания, первый опытный образец – это у нас 1947 год. Год выпуска все-таки пишут где-то 51-й, где-то 53-й. Серийное производство началось 25 августа 1953 года. То есть это, получается, после смерти Сталина. Это какие-то связанные события? Нет, на самом деле никакой связи со Сталиным прямой здесь нет, но есть связь с проектированием амфибий на ГАЗе. Такая была довольно неприятная и длинная история с созданием автомобиля ГАЗ-011, с созданием амфибий МАФ-3. И вот на эти амфибии отвлеклось очень много конструкторских сил, из-за чего и произошла задержка с освоением 69-й машины. Как мы уже говорили в видео про буханку, после 1951 года завод в Ульяновске перестал производить автомобили. Его переключили на разную секретную продукцию. В других источниках упоминаются вполне мирные чайники и лопаты. Тем временем, в августе 1953 в Горьком начат выпуск ГАЗ-69, и вскоре, для того чтобы разгрузить завод, производство газика переносят в Ульяновск. И началась новая эпоха. УАЗ стал специализироваться на легких внедорожниках. Он как бы пережил второе рождение и стал тем УАЗом, который мы знаем до сих пор. И в связи с этим вопрос. На капоте написано УАЗ, но модель называется ГАЗ-69. Частенько его называют УАЗ-69. Где правда? Можно посмотреть это по заводской табличке. Несмотря на место производства, машина всегда несла марку ГАЗ. Почти сразу после начала производства уазовцы стали предлагать варианты по модернизации машины, в частности поставить более мощный мотор. И это удалось. В итоге самый топовый экспортный вариант ГАЗ-69 в начале 70-х, что из себя представлял? Туда начали ставить двигатель для самых первых 21-х «Волг». Это, по сути, тот же самый мотор, только расточенный, увеличенного объема. Он был форсирован до 65 лошадей. Это повлекло за собой кучу других сопутствующих проблем. Главная из них была склонность к детонации, даже если заливать более высокооктановый бензин. Но он все-таки стал развивать 65 лошадей. Хотя бы насколько-то повысилась энерговооруженность машины. Ты на ней выезжаешь время от времени. Вот твое впечатление от обычного газика 64 года выпуска в современном потоке. 55 лошадиных сил хватает? Кажется, что хватает, но ровно до тех пор, пока на дороге не будет подъема затяжного, даже очень незначительного по крутизне. Уже к середине подъема потребуется вторая передача, соответственно, скорость порядка 20-30 км в час. Выше он уже не разгонится. В Ульяновске было разработано несколько модификаций, они уже назывались УАЗами, самосвал, тягач, но мало что дошло до конвейера.
Насколько обширным было гражданское семейство в реальности? В реальности никакого семейства не было. Была экспортная модификация, которая отличалась улучшенным качеством сборки. Была тропическая модификация с заменой ряда РТИ на специальные сорта. Уже позже, к самому концу производства машин, появилась экспортная модификация с буковкой М, которая отличалась форсированным мотором. Ну, по сути, все. Другие модификации выпускались только для армии. Это прежде всего машины с буковкой Э с экранированным электрооборудованием. И была такая еще машина УАЗ-915, УАЗ-915Б. Это исключительно спецтехника для нужд ВВС. Самая удивительная, на мой взгляд, машина – это миноискатель. Что-то еще необычное удалось вам накопать в архивах? Если брать в расчет именно машины, которые проектировались сторонними организациями, ну тут, наверное, самое интересное, но она довольно известная, это тротуароуборочная машина. Я такие застал еще в самом раннем детстве. Мы тогда жили в Москве, в коммуналке, и гоняли эти машинки достаточно резво по тротуарам. Потом я уже прочитал, что их, собственно, в Москве и производили. А что там было внутри? На газик ставился большой бункер сзади для разбрасывания песка. Под кузовом щетка, впереди отвал. Ну, это, по-моему, самая интересная машина, которую делали на этой базе. Это точно. ГАЗ-19, только с задним приводом. Был такой проект, но почему он не пошел? Документального ответа на этот вопрос мы не нашли. Ну да, действительно, предполагалось сделать фургон модели ГАЗ-19, простой грузовой фургон. Предполагалось сделать почтовую версию ГАЗ-19А. Возможно, у УАЗа просто не было технологических возможностей на тот момент цельнометаллический кузов делать, как вариант. А вот в Северной Корее заднеприводный вариант стал очень популярным. Вот такой пикап или каблучок, кому как нравится. Явно недорогой и, судя по всему, неубиваемый. На этом фото хорошо видна простая передняя балка. Никаких тебе карданов или полуосей. ГАЗик в СССР. Что это было как явление? Можно сказать, что Козлик все-таки стал той машиной, которая заменила лошадь. Давай вспомним картину колхоза 50-х годов. Вот у кого была такая машина? Она была в лучшем случае у председателя. А все, кто рангом ниже, на чем они ехали? На ГАЗ-51, на грузовике, а то и на мотоцикле. Или на лошади, той самой, которую нужно было менять. Но заменить лошадь еще очень долго не получалось. Вот известные фотографии конца 70-х годов. Это улица у метро Юго-Западная в Москве. Житель деревни Никулино на ней разъезжал по новому району. Что уж говорить про отдаленные деревни. А ведь вопрос этот был поднят еще Никитой Сергеевичем. Что он требовал от наших инженеров? Нужна машина, которая сможет идти как лошадь по глубокому снегу. Чем тогда ответили наши кулибины? Ну, это был рубеж 50-х и 60-х годов. Инженеры, конечно же, ответили целой серией специальных снегоходных автомобилей. Очень широко велись эксперименты применительно ГАЗ-69. К счастью, удалось найти редкие кадры тех испытаний. Конструкции просто невероятные. Особенно удивил вот этот подход с зубчатым колесом, которое должно было цепляться за грунт под снегом. Но не для всех широт это подходило. Машина беспомощно замирала в глубоком снегу. Комбинация лыж и зубчатых колес тоже оказалась тупиковой. Вроде бы все неплохо получилось с ленточным движителем. Достигли удовлетворительных ходовых качеств и управляемости по снегу любой глубины. Но машине не хватало грузоподъемности. Получалось, что бесполезно пытаться сделать из легковушки настоящий вездеход. Он все равно будет уступать специальной технике. Тогда же был переделан один из опытных образцов ГАЗ-66. К сожалению, ни одна из машин не получилась в полной мере отвечающей техническому заданию, по которому выпускалась. Ни одна из этих разработок, а их, наверное, было не меньше 6 в кузове ГАЗ-69, до конвейера не дошла. Генеалогическое древо газика. Как бы оно выглядело? У основания, конечно же, Победа, отдельная ветвь – военные автомобили, а одна ветвь вернулась к Победе и получился М-72. Первый в мире кроссовер с несущим кузовом. Ну, надо добавить, конечно, сюда еще плавающие автомобили. На базе ГАЗ-69 был разработан МАВ модели ГАЗ-46. И, наверное, можно сюда
притянуть немножко за уши полноприводные москвичи. Ведь мы вспомним маленькую машинку модели М73, разработанную на ГАЗе, которая концептуально легла в основу будущих москвичей полноприводных. Например, по конструкции раздаточной коробки. И, конечно, из ГАЗ-69 выросла буханка. Но до этого была предусмотрена перевозка раненых на газике. Да-да, теоретически мог увезти 4 на носилках. Ну, я могу представить, как здесь перевозить одни носилки. Да? Для этого можно откинуть спинку переднего сиденья вперед, и действительно места для подвешивания одних носилок здесь хватит. 4 носилок в 2 яруса – это, конечно, явный перебор, там для этого маловато места. Собственно, так и родилась идея выпускать специальный автомобиль УАЗ-450А. Это уже полностью своя ульяновская модель. И если кто не знает, межосевое расстояние у ГАЗ-69 и у буханки одинаковое. Это ж получается с 50-х годов на одной колесной базе. Интересно, что снять устаревший газик с производства не получалось вплоть до начала 70-х. Что это за история? Давно разработанное следующее поколение внедорожников долго не хотели запускать. В одной статье даже рассказывали, что была целая группа поддержки у старого ГАЗ-69. Не надо его менять, он во многом лучше нового. За что так держались? Причина очень простая – нехватка средств у Министерства автомобильной промышленности в тот период времени. Машина, конечно, заслуженная, но ничуть не лучше, чем УАЗ-469. Конечно, эту замену нужно было делать как можно быстрее. И только вмешательство на самом высоком уровне изменило ситуацию. Машину специально повезли в Москву? Это была целая спецоперация по доставке автомобилей УАЗ-469 опытных образцов Леониду Ильичу на глаза, чтобы он увидел, узнал, попробовал и дал команду. Операция прошла успешно. Подтверждением тому многие десятки и сотни тысяч УАЗиков на дорогах нашей страны. Какие детали 69-го перешли дальше на 469-й? Если говорить о каких-то ключевых, но только с маленьким нюансом. Это мосты УАЗа 469 внедрили на последние выпуски автомобилей ГАЗ-69. Да-да-да. Помните, мы с вами обсуждали историю хабов. Новые, более надежные мосты сначала появились на буханках, а ниже пошли на народно-хозяйственный УАЗ-469Б. А в 70-м году они достались газику, который подзадержался на конвейере. Что-то еще перешло дальше, кроме фар и руля? Какие-то прочие, но только лишь очень незначительные элементы. Вот, например, подкапотная лампочка, она осталась той же самой до сих пор даже на автомобилях «Газель», «Соболь», выпускающихся в данный момент. Точно такая же, как на ГАЗ-69. Вот такой командирский свет тоже перекочевал дальше. Но на «Хантер» уже не ставили. Я решил восстановить историческую справедливость и вернул светильник на место. Очень удобно и красиво. Справедливо ли сказать, что удача с Нивой – это тоже заслуга ульяновцев? Ведь их вклад в создание Нивы был колоссальный. Наверное, правильнее сказать, что не заслуга одних только ульяновцев, а заслуга всего отечественного автопрома того времени. Ведь что такое автопром СССР? Это же большая корпорация по структуре, ну чем-то схожая, например, с General Motors. Много заводов, каждый работает вроде бы сам по себе, но в то же время на одно общее дело. Откуда взялись кадры Волжского автозавода молодого? Это и газовцы, это и уазовцы. И вот их совместные усилия и привели к рождению шедевра. Вообще эту идею можно развить до уровня сенсации. Трансмиссия Нивы уже была один раз изобретена в конце 30-х годов. Вот это достаточно известный автомобиль-разведчик, сокращенно Арнати. Продвинутый, но не состоявшийся советский Виллис. Так вот, до него тем же институтом был создан бронеавтомобиль Банати с межосевым дифференциалом в раздатке. Раздаточная коробка в Банати позволяла включать постоянный полный через межосевой дифференциал. Можно было выбрать задний привод и можно было выбрать только передний привод. То есть, подытожив, если дать нашим инженерам раскрыть потенциал, то получается прорыв. Ребята, конец 30-х годов. Советский суперселект. Ну и концепция промежуточного вала, карданные валы расположены без больших углов.
Все это было отработано как раз на 69-м газике, и в Ниве мы увидели похожую схему. И не надо иронизировать по поводу того, что Нива – это шедевр. На фото праворульная Нива в Англии. Машину полюбили с первого взгляда, причем по всему миру. За все годы производства автомобилей ГАЗ-69 на экспорт ушло около 150 тысяч штук. А Нива только за первые 3 года поставок на экспорт уже набрала 50 тысяч покупателей. Из тех стран, куда поставлялся ГАЗ-69, можно выделить Китай, Венгрию, Болгарию, Иран, Ирак, Индонезию и, например, Исландию. 341 машина. Да, это удивительная история. На Исландию наложили санкции и не продавали им внедорожники. Советский Союз протянул руку помощи, а местные импортеры организовали установку железного верха. Получилась красота. Ну а дальше туда очень органично зашла Нива. Смотрите фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Там герой спасается на Ниве от извержения вулкана. Получается, ГАЗ-69 буквально пробивал дорогу на экспортных рынках себе и другим нашим внедорожникам. Вот эти машины тоже вариации на нашей базе. Другой вопрос, что этот потенциал так и остался нереализованным. Но в одной небольшой европейской стране показали как надо. В Румынии сначала просто собирали наш газик почти без изменений, но потом пошли дальше и начали ставить комфортные кузова. Вот эти Ара 24, 244 в 80-е годы просто потрясли меня. Кросслендер. Смотрелись невероятно легко и изящно. Мечта. Да, были и дизельные, и продавались по всей Европе. В Румынии это вообще был люкс. Если бы у нас тот же самый первый Симбир появился году эдак в 79-м, перед Олимпиадой, представляете, сколько бы их расползлось по планете, какой путь марка УАЗ могла бы пройти за эти годы и что бы выпускалось сейчас. Но, наверное, неспроста ту эпоху называли застоем. Когда частник смог свободно купить себе ГАЗ-69? В годы производства этой машины не мог. Продажа в частные руки не предусматривалась. Это было можно сделать только после того, как машины списывались из народного хозяйства, ну, либо в утиль, либо в руки сотрудников. А как думаете, до какого года газик стоял на службе в армии? Оказывается, до 94-го. Действительно труженик. Почти 40 лет, сопоставимо с обычным трудовым стажем. И я помню, как эти машины в 90-е уходили на пенсию и попадали в руки пенсионеров. Наш сосед приобрел еще крепенький ГАЗ-69, которому было почти 25 лет. Конечно, не такой нарядный, но тоже с лавками в кузове. Ставил во дворе, было дело, он заводил машину рукояткой. Сейчас вспомню, как правильно держать, чтобы не травмировать пальцы. Попробуем? Уже хорошо. Так вот, корпулентный сосед с огромным трудом протискивался на переднее сиденье. Правда, что ли, в 40-е люди были меньше? Первое включается налево и назад. И однажды сосед предложил подвезти меня на газике по пути. Садитесь, поехали. Забрался я на лавку сзади. Тогда стояла глубокая осень. Внутри сыро, как в прогнившем сарае. Темно, неуютно, тряска, шумно. Через клапан тента задувает ветер с дождем. На полу мокрые листья. Но что интересно, газик еще долго служил ему, как машина на каждый день. Зимой сосед спускался с 4-го этажа с ведром горячей воды, заводился и ехал по делам. Вот мы и вспомнили, как это было. И выключатель массы под сиденьем. Левую руку назад, нащупываешь там выключатель массы под сиденьем на задней стеночке. Нажал и маленькую круглую кнопочку чпок. Опа, отлично. Что еще за машины собраны у Николая? Все на тему полного привода. ГАЗ-67 мы немного обсудили.
Недавно они нашли вот такой очень редкий «Москвич». Будет реставрация. Работа, конечно, не початый край. Возраст есть возраст. Обнаружили интересные моменты. Хозяин еще в то время заказал на «Москвич» хаба. Надеюсь, как-нибудь завести его вот этим ключиком и показать вам. Но сейчас работа кипит над очень глобальным проектом. Вот мотор, а вот откуда его вытащили. Это редчайший полноприводный пазик в северном исполнении. Вы представляете, что такое отреставрировать целый автобус? Объем просто колоссальный. Вот эта вся панель, все вот эти подштамповки, радиусные закругления, все это сделано из простого плоского листа стали. Мы с сыном постоянно следим за ходом работ. Это целый сериал в фотографиях. Ссылку на мастера размещу в описании под видео. Присоединяйтесь. И если хотите, чтобы мы сделали подробную серию про этот автобус, пишите в комментариях, как только так сразу. Какую роль конкретно вот этот газик играет в жизни твоей семьи в 21 веке? На этой машине мы лишь пару раз в год выезжаем прокатиться вечером по летнему городу, ну или на фестиваль вроде Тульской автострады. Но с ГАЗ-69 у меня в 21 веке связаны немножко другие воспоминания. Вот еще в самом начале нулевых, когда я был еще молод и юн, мы с друзьями участвовали в трофи-рейдах. Очень популярное в то время было увлечение, гонок было много. И вот был у нас самый обыкновенный ГАЗ-69. Единственное, что там стоял верхнеклапанный мотор УАЗовский. И на этой совершенно стандартной машине, дай бог памяти, наверное, в 2003 году, мы однажды выиграли двухдневные соревнования у очень серьезных на тот момент автомобилей. Там были Тойоты, УАЗики на больших колесах. Первый день с ориентированием по лесу, мы просто проехали хорошо, где-то в серединке, а второй день была полоса препятствий. При большом скоплении зрителей на довольно ограниченной территории нам повезло по жребию, мы ехали первые. И на трассе была лужа, скажем так, болотце, через которое текла маленькая речка. Мы на газике, на этом легком газике, по неразмешанному броду проскочили, а все остальные после нас застряли, и мы выиграли. Давай попробуем подвести итог. Можно сказать, что газик обогнал свое время на фоне аналогов. Я думаю, что это будет не очень корректно. Наверное, правильно будет сказать, что на момент своего появления это действительно была машина мирового уровня, которая способна была составить конкуренцию Land Rover'у в первую очередь, посоперничать с американцами. В принципе, ведь мы видели экспортные поставки в целом для советского автомобиля были большими. Но говорить о том, что она опережала мировой уровень, я бы не стал. И тем более не стал бы говорить про какое-то опережение в 60-х и тем более в начале 70-х годов. Вот если бы все те работы по модернизации машины вовремя внедрялись, газик оставался бы более конкурентоспособным. Вспоминаем верхнеклапанный мотор. Он был разработан и адаптирован к этой машине в 1958 году. И с ним, конечно, машина, но года до 65-го точно была бы серьезным конкурентом для появляющихся все время новых западных моделей. Давай что-то пожелаем ульяновцам по случаю 80-летия предстоящего. Ульяновцы, поставьте на УАЗик хороший дизельный двигатель. Поддерживаю. А я бы пожелал заводу сохранить уникальное лицо своих моделей в мире безликих гаджетов на колесах. Огромное спасибо за историю, за поездку на старом автомобиле. Приезжайте еще, скоро доделаем ГАЗ-67Б, скоро доделаем Москвич 410, так что будет о чем поговорить. Обязательно приедем, не прощаемся. Николай, счастливо. Всего доброго. Конечно, мы сегодня прошлись только по основным вехам. В книге информации гораздо больше. Ее еще можно приобрести, например, в подарок увлеченным историей нашего автопрома. Осталось меньше 500 экземпляров. Вам будет приятно узнать, что средства от продажи этой и других книг по автоистории идут на реставрацию тех самых редких советских автомобилей. Ссылка в описании. И вспоминается классический лозунг «Книга – лучший подарок». Особая благодарность Александру Зудину за помощь с редкой советской кинохроникой. На его канале собрано много уникальных материалов по нашей технике. Переходите, подписывайтесь и погружайтесь в атмосферу тех годов. И если нужно оцифровать кинопленки, обращайтесь к Александру. Ссылка в описании под видео.
Я все-таки не удержался и решил в конце дать еще 40 секунд чистого звука, чтобы кое-что сравнить. Максималка 80, по маслу 90, это 90 не поедет, да. Вот ты представляешь, что будет 90 останавливаться? Всем рекомендую хоть иногда ездить на ретро-автомобилях. Очень прочищает мозги. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. До встречи!